Катись, помидорка. Как всегда, первой явилась баба Клава. Она недобро зыкнула, молча ухватила ветку, поволокла ее за собой, как стариковскую тележку. Также молча баба Клава явилась за второй веткой и третьей. Только на четвертый раз Иван решился окликнуть: «Баб Клав, ну вы хоть просили». Иван виновато указал на груду только что обкромканных сучьев. Самая большая в садоводстве береза уже какой сезон грозила оборвать провода. И под напором соседей Иван согласился ее спилить. От дерева остался лишь толстый в 1,5 обхвата комель. В нем, как свищ в зубе, обнаружилась дырка. Оттуда влажно тянуло гнилью. Баб Клав. Старуха обернулась, на темном пропеченном лице раскрылся сморщенный рот. На эту березу мы еще с твоим дедом лазили. Она уже тогда под потолок была. Аж ты что наделал? Лучше б голову себе отпилил. Чем тебе дерево помешало? Вообще-то Ивану оно ничем и не мешало. Береза росла на краю участка, была зеленой и сильна. И проводам, если честно, мало что угрожало, разве что сильная буря. Это дачники не унимались. Кто на листе по осени ворчал, кто боялся, что расплющит машину, но остальным не давала покоя кровь кочевых предков. Хотели все в садоводстве выкорчевать, чтобы только стебель да ковыль остались. Баб Клав, ну так-то это моя береза, и она все равно гнить уже начала. У нее там дыра. Это у тебя в голове дыра, сплюнула старушенция и поволокла ветку в свое логово. Баба Клава была старая еще тогда, когда Иван с визгом бегал от нее ребятенком. С тех пор карга стала лишь гнусней и ворчливей. Любимые присказки ее были про голову. Ее можно было забыть, потерять, просверлить, дать поносить другому и даже отдать козлу. Выражение «отдать козлу» баба Клава применяла ко всему, что ей не нравилось. А не нравилось ей все садоводство. Удивительно, но у бабы Клавы правда был козел черный, с седой бороденкой и злыми прямоугольниками зрачков. Козел этот, кажется, вообще не старел, только вечно жевал траву и косил оранжевыми глазами. Еще козел почему-то страстно любил помидоры. Считалось особенным шиком залезть к бабе Клаве на участок, украсть из лоханки помидор и избежать козлиного гнева. Тот потом недовольно блеял, как обокранный куркуль. Только баб Клава ушла, показалась тетя Нина. Лет ей было тоже немало, но благодаря дородности тела и добродушному нраву выглядела женщина молодо. С раннего утра соседка сияла, как же собрались валить ненавистную березу. На радостях женщина даже сообразила Ивану обед. «Вань, ну какой ты молодец, за один день управился, посмотри, сколько солнца. Теперь хоть огороду хватит». Если баба Клава была повернута на козле, то тетя Нина была повернута на огороде. Порой хотелось, чтобы они встретились, козел пожрал огород, а тетя Нина прихлопнула бы козла. Черешня размером с глаз, сочные грядки рукколы, малина, которую можно вертеть на кончике пальца, какие-то порнографические огурцы, хозяйство тети Нины переросло здоровый смысл.
Огород будто взял от самой тети Нины ее колоссальные груди, кряжестый зад и мягкий овал лица. Женщина горбатилась на огороде с апреля по октябрь, а однажды Иван, приехав закрывать сезон, обнаружил, как соседка что-то поливает на грядках аж в ноябре. Естественно, ей мешала береза, которая якобы выпивала все соки и заслоняла драгоценное солнце. «Ваня, мама, когда приедет?» «Послезавтра». «А Клавка чего приходила?» – допытывалась тетя Нина. «Доругалась опять», – вздохнул Иван. «Ну еще ветки утащила. Мне не жаль, но хоть бы спросила. Ты на Клавку внимания не обращай. Сам знаешь, какая она. Хорошо, что дерьмом не кинула». По августу баба Клава начинала бросаться говном. Первые случаи приключались еще в июле. Ну, наглухо заклинивал пенсионерку только в пару урожая. Не проходило и дня, чтобы она не залепила кому козьим навозом. Крупные шарики как нельзя лучше подходили для метания. К тому же в юности баба Клава явно сдала на значок ГТО, ибо била без промаха, жертва даже ругаться не лезла. Стояла, ошеломленно растирая лоб, пока Клава изрыгала проклятие. В качестве контртеррористических мер у бабки попытались изъять козла, из-за чего председатель садоводства еще долго вел собрание стоя. Со временем в старушечьих причудах распознали необходимость. В столь значимом садоводстве должны водиться свои странности. Так баба Клава стала кем-то вроде местной легенды. О ней болтали, а потом шли заниматься своими делами. Иван закончил таскать березовые чурбаки лишь к вечеру. Обмывшись, парень лег спать. Сон его был крепко чист. Утро выдалось солнечным. Иван вышел на улицу, потянулся и обомлел. Березы, которую он с таким трудом таскал задом, не было. Ни громадных чурок, ни зачищенных ветвей, ничего. Не осталось даже влажной кучки мелких веточек. Если бы не ноющие мышцы да торчащий из земли пень, Иван решил бы, что и не валил никакой березы. А так ясно было, украли. После минутного замешательства пришла злость. Он-то Иван куда смотрел. Древесина была навалена друг на друга. Растолкать, мертвого разбудить. А Иван даже на другой бок не перевернулся. Тетя Нина тоже ничего не слышала. Она сходу пожаловалась, что не досчиталась в теплицах своих помидор. Женщина затащила Ивана в огород, показывая поломанные кусты. По ним и правда кто-то прошелся. Куда мне их теперь? Только в компост, даже завязи оборвали. Компост у тети Нины был величественным. В мире компостов он мог бы царствовать и владеть. Высокий, огороженный ржавыми железными листами, он просыпался жирным и рассыпчатым перегноем. Тетя Нина таскала в компост траву, корни, тину из дачного озера, а в свободную минуту ходила с совком за коровами. От угощения компост так расперло, что боковины его пришлось подпирать палками. Сверху, как свечка на торте, в компост были вогнуты вилы. «Вань, ну кто мог взять, кому это надо?» Ивана пропажа помидор не волновала. Он думал о том, что завтра скажет матери: «Прости, мам, меня обхитрили деды-огородники. Нет больше березы, а печку топить будем тетниными кизяком. У нее там для него целый храм выстроен. Но если украли дачники, дрова должны быть где-то поблизости. Хоть веточку бы да обронили. И во дворе такое не спрячешь». Иван решил осмотреться. И каково же было его удивление, когда он обнаружил дрова на ближайшей к дому поляне. На нее выходило несколько дач, а по центру на зольнике часто жгли большой костер.
Береза возвышалась правильной пирамидой, в основании которой были положены чурки, облицованные ветками. Древесина была уложена тщательно, словно и не свалили ворованное в кучу, а долго прилаживали веточку к веточке. Вдобавок от пирамиды по зольнику протянулись волнистые грабельные линии. Иван стоял в полной растерянности, не понимая, кто и зачем перенес ночью дрова на поляну. Тем более некоторые чурки можно было лишь кантовать, а на земле не было никаких следов. Да и чтоб все перенести, понадобилось бы человек 10, не меньше, хотя нельзя было недооценивать упорство здешних пенсионеров. Они как раз выглядывали из-за заборов. Местные не любили, когда на их поляне что-то жгли, тем более такую громадную кучу, от которой могли и дома загореться. Но вот залут костра садоводы растаскивали весьма охотно. «Здравствуйте, а вы не видели, кто сюда березу принес? Это мои дрова просто, я вчера...» Иван осекся, на него смотрели безучастно, как на полностью неживое. Огородников набралось уже с десяток, и все они безразлично таращились на Ивана, никто не проронил ни слова. Только складывали на кромку забора руки, опирали голову и, не мигая, смотрели. Так никто не видел, от земли шел сухой жар. Ударяюще пахло полынью, солнце размывало темные лица. На одном из них, прямо на лбу, появилась черная точка. Дачник медленно поднял руку, растер что-то меж пальцев и скривился. «Голова с пивной котел, а у Мани ложки!» — крикнула счастливая Баба-Клава. Козий град обратил дачника в бегство. В мгновение ока Иван остался один на один с обезумевшей старухой. Он приготовился получить свою долю природных богатств, но Баба-Клава примирительно буркнула: «Голова у тебя умная, только дураку досталась». В этой самой голове вдруг мелькнула безумная догадка. «Баб-Клав, это вы мои дрова стащили?» Старуха уставилась на Ивана ясными, все еще голубыми глазами. «Поторопилась я с умным. На кой мне твои дрова? Лучше б козлу отдал». Иван хотел спросить, зачем козлу дрова, но из-за забора выскочил мужичонка, которому Баба-Клава залепила навозом. «Ты чё творишь, старая?» – заорал он, и карга поспешила умотать, заметая дорогу цветастыми юбками. «Вот сволочь!» – закричал мужик, потирая лоб. «А вы случайно не видели, кто сюда дрова принес?» – в надежде спросил Иван. «Не, извини, друг, что-то не помню. В последние дни как в тумане все. Вот еще дура это». И мужик, держась за лоб, ушел. Иван направился к Бабе-Клаве, так как водится жила на отшибе около пыльного проселка. Участок ее был запущен и полон всякого хлама, меж которого, как сторожевой пес, бродил черный козел. Его звали Яша, но в подлой скотине не было и намека на интеллигентное еврейское прошлое, иначе бы он не поставлял Бабе-Клаве столько пахучих боеприпасов. Вот и сейчас Яша важно прохаживался за оградой старых советских лыж. По 4 углам были вкопаны березовые ветки. Они были политы, словно могли прижиться. В ящике у крыльца лежали помидоры. Время от времени козел бодал ящик, надеясь, что тот перевернется и раскатит лакомство. Иван сложил 2 плюс 2. Помидоры у Бабы-Клавы не росли, а ночью кто-то обнес теплицы тети Нины. С учетом того, что Яша обожал томаты, от присказки «отдай козлу» ощутимо несло криминалом. Чего на Клавку решил надавить? К Ивану подковылял Юрок, местный алкаш, скрученный как корень. Дачи у Юрка не было, но он круглый год ошивался где-то поблизости. Зимой вроде как сторожил, летом шабашничал. Был Юрок перекособочен, темен и крив. Водка совсем его иссушила, тело стало мелким, повадки суетливыми. Юрок даже как-то заворачивался вокруг оси.
терял человеческую симметрию и пахло от Юрка терпко какой-то трухой. «Денег не дам», – мрачно сказал Иван. «Ой, нужны нам ваши деньги, у нас нынче карман с оттягом». Доказательство алкаш потряс пачкой сотенных купюр. «Это где ты поднял? Это мы на товарищей садоводов поработали». Тут Ивана осенило. Вчера он как раз прогнал Юрка, набивавшегося в помощники. Тот хотел подколымить с березы. Мужичка пришлось чуть ли не силой выпихивать из ограды. Юрок обиделся и ушел. Ночью пропали дрова, а Юрок тут как тут с деньгами. Еще и лыбится, будто знает, что украл дрова и успел их кому-то загнать. Ну да, а покупатель взял и сложил чурки у всех на виду. Звучит еще глупее, чем если бы тщедушная Клава самолично таскала чурбаны. «А ну пошли отсюда оба, иначе козлу отдам». Баба Клава появилась внезапно и уже раскручивала в руке тряпичную прощу из косынки. Это было что-то новенькое. Видать, старуха прокачала новую ветку технологий, и за спины ее ехидно заблеял Яша. «А вот и козья невестушка», — осклабился алкаш. «Как говорится, любовь зла, полюбишь и козла». Иван не удержался и фыркнул. Баба Клава помрачнела, но бросаться ничем не стала. «Клавка, а ты когда успела мужу рога наставить?» Яша обиженно засопел. «Ну ладно тебе», — примирительно добавил Юрок. «Можно и с козлом поладить, коль по шерстке гладить». Пьяница раз глагольствовал бы дальше, но Баба Клава распахнула калитку, и оттуда с праведной яростью выскочил Яша. Иван сразу подорвался, а Юрок только криво засеменил куда-то и был сражен рыцарствующим козлом. Алкаш успел лишь тоненько заверещать. «Отличное садоводство просто», — на бегу думал Иван. «Надо бы еще одну дачку здесь прикупить». По правде сказать, садоводство оставалось единственным заселенным в округе. В остальных заживало старичье, потом шли заброшки. Далее вставал лесок, а за ним поднимались кварталы многоэтажек. Из садоводства Иван уже никто не уезжал, оно наоборот прирастало. Дома и земля в нем ценились, хотя в основном жители были нелюдимыми и целыми днями копошились за глухими заборами. Патриотизм окончательно испарился, когда Иван приехал с телегой за дровами. Вокруг березовой пирамиды раскачивались дачники. Взявшись за руки, они вели неспешный хоровод. Иван выронил дышло, грохнувшее по щебенке. На звук никто не обернулся. «Простите», — окликнул Иван, — «это как бы я вчера пилил. Дайте я заберу свое, хорошо?» Мужчины и женщины продолжали кружиться вокруг костровища. От него шли волнистые грабельные узоры. Еле слышно шевелилась зола, поднималась и опадала пыль. Был полдень. За хороводом наблюдал мужик, которому баба Клава залепила навозом. На лице его было искреннее недоумение. «Праздник сегодня, что ли?» – растерянно спросил он. «Чего это они и молчат еще?» «Эй, Николаевич! Там пиво стынет! Николаевич! Вот черт! Я Николаевича уже полчаса зову футбол смотреть. И чтобы Николаевич не шел, это же какой праздник должен быть!» Глядя на то, как дачники водят хоровод вокруг дров, Иван подумал, что всех их неплохо бы отдать козлу. Предприняв еще пару попыток, парень решил забрать чурки вечером, когда все лягут спать. Мать должна была приехать только утром и ничего бы не заметила, ну кроме утомившего гуся сына. На огороде тети Нины работал Юрок. Он ворошил вилами компостную кучу. Дородная хозяйка надзирала за ним, дабы Ханурик ничего не спер. Завидев Ивана, соседка приветливо помахала рукой. Парень не стал говорить ей, что обнаружил помидорного вора.
Иван встал лишь в потемках, когда свет спрятался на печную трубу. В ночи оглушительно стрекотали кузнечики. Где-то вдали лаяла собака. И вместе с тем была тишина. Тишина того свойства, в которое резко и пугающе проявляется все живое. Иван долго сидел на кровати. Комната прорисовывалась грудами собранных кабачков, россыпями помидор на клеенке, пучками чеснока. Совсем скоро сюда добавится капуста, мешки картошки и моркови. Там уж пора навешивать на дачу тяжелый замок. Идти за березой не хотелось. Это грохотать телегой, потеть, потом мыться в бане и лечь посреди ночи с ломотой во всем теле. А если вокруг дров все еще водит хоровод, придется брать дедовские вилы. В трубе загремело, будто туда бросили камешек. Шум разросся, стал ближе и громче. С мягким шлепком что-то упало в золу. Иван открыл заслонку и достал из печки свежий желтый помидор. Был он коряв и затейлив, словно срослось вместе несколько мелких плодов. Наверное, помидор давно там лежал, а в трубу сучок залетел, вон как деревья метут. Иван положил помидор к остальным. На улице было тепло. Фонари лили со столбов печальный свет. Иван катил по щебенке тележку, колеса сплевывали камешки, дышло подрагивало в руках. Телега громыхала, и в этом шуме казалось, что за Иваном кто-то идет. Он притормозил. Сзади и вправду раздавался звук сытых шагов, будто кто тяжелый в сапогах давил щебенку. Шаги приблизились, а когда должны были вынырнуть из-за поворота, исчезли. Иван пожал плечами и покатил дальше. Хоровода на поляне не было, пирамида из дров стояла нетронутой. Внутри, как вместо пламени, пылала россыпь красных помидор. Одна помидорка не удержалась и выкатилась Ивану под ноги. Парень в недоумении поднял ее. Помидорка была такой же кривой, как и найденная в печке. Из-за туч вышла луна. Она посеребрила окна, заструила рекой траву. Вокруг кострища заволновались начертанные граблями узоры. Они изгибались и спучивали золу острыми ломкими линиями. Норовили схватить и разрезать, но дальше выжженного круга не лезли, скреблись внутри него, рвались к Ивану и отскакивали, будто исчерпывали длину. Вновь, как и днем, за заборами появились люди. Они выжидающе смотрели на Ивана. Лунный свет отнимал у них тени. Тени отнимали тьму, а тьма хотела отнять Ивана. Из-за домов раздался истошный мужской вопль. Как по команде, садоводы стали выходить из оград и молча стекаться к костру. Внутри него ехидно запрыгали помидорки. Они посыпались из прорех и весело заскакали по зольнику. Ложноножки тут же выдрались из земли. Заперебирали воздух тоненькие паучьи лапки. Потянулись к Ивану, как к жирной желанной мухе. Сократили длину, не знали больше границ. Иван бросился на утек. Со смехом его преследовали томаты. Кидались под ноги, обгоняли, лопались под подошвами. Хотели уронить, макнуть в грязь. И даже на родном участке, когда кавалькада, казалось, отстала, помидорки стали вырываться из дыры в березовом пне. Будто с той стороны, из-под земли, кто-то выдувал тяжелые красные пузыри. Они шмякались о землю, о крышу, разрывались на части в непонятном человеку веселье. Иван пулей влетел в дом, запершись, он осторожно выглянул в окно. Яркий свет фонарей вырисовывал неподвижные черные фигуры. У некоторых на плечах лежали грабли.
Иван взял топор и закрылся в комнате. Там было тихо, разметалась несобранная постель. Для успокоения Иван залез рукой в одеяло. Оно еще хранило тепло, а затем долго смотрел на выключатель. Боялся, что будет как в фильмах, только пустой щелк в темноте. Так и вышло. Нельзя было включать свет. Это как расписаться в собственном страхе. Как потрофить тьме. Сразу после бессильного щелка на чердаке что-то зашебуршалось. Сначала шорох был похож на мышиный, потом мышь эволюционировала и пробежалась на цыпочках. Доски просели, посыпалась пыль, раздался едва сдерживаемый ребяческий смех. Не выпуская топор, Иван плотнее закутался в одеяло. Тепло испарилось, зато в бок уперлось что-то плотное и холодное. В постели лежал кабачок, Иван тупо оттаращился на него, а на кабачке, там где его погрызли вредители, поплыли отметины от зубов. Они перемещались по кабачку, как по воде, и вскоре сложились в подобие детского личика. Оно счастливо заголосило: «Хвостик есть, а пятачок? Да ведь это кабачок!» Иван рубанул топором. На клеенках заворочились другие кабачки. Они терлись друг от друга гладкой зеленой шкуркой. И комнату наполнил жуткий скрип. Он был ритмичен, будто за печкой прятался невидимый диджей, затиравший пластинки. По полу раскатились помидоры, среди которых Иван заметил того уродца, что свалился в печку. Корявая помидорка смотрела на Ивана с такой ненавистью, будто он сдал ее в дом инвалидов. По голове вдруг прилетело, тут же ударило в почки. Кривой кабачок, мстящий за свою судьбу, попытался подсечь Ивана. Тот зашатался, давя помидоры, и замахал топором, но кабачков было больше, пришлось бежать на веранду, а после отступать в огород. Избитый и напуганный Иван спрятался в зарослях крыжовника. С лезвия топора стекала укоризненная мякоть. В доме колотилось и выло. По дорожке медленно и самодовольно прокатилась помидорка. Она была похожа на гопника, который ищет к кому пристать. За забором все еще виднелись неподвижные черные силуэты. Иногда они поднимали грабли и нежно оглаживали темноту. Сзади захрипело и заворочилось. Иван обмер. Он не мог, не хотел оборачиваться. Будь что будет, но он не хочет этого видеть. И земля трещала, из нее выдиралось что-то большое. Наконец раздался облегченный старческий вздох. Плеча учтиво коснулось что-то колючее. «Позвольте!» Парень вежливо посторонился, и мимо него прополз куст крыжовника. На огороде он рос давным-давно, был кряжестым и широким, а сейчас напоминал согнувшегося от забот мужичка. Иван машинально спросил: «Вы это куда?» Крыжовник оглянулся и грустно сказал: «Так ведь Юрьев день скоро, браток», и пополз на другой участок. Иван выронил топор и рванул к тете Нине. Молотя в дверь, он не сразу услышал, как в глубине соседского огорода что-то стонет и чавкает. Звук был такой, будто рожало огромное болото, и не хотелось ничего знать про прибавление в его семействе. Компост спучился, вершина его набухла и раскатилась комьями. Из чрева выпросталась рука, а затем появилась другая, а после вылез весь человек. Он был крив, скошен набок и перекручен.
Это был Юрок. Он замурчал в лунном свете и потянулся. Ребра треснули, разошлись. Юрок переломился в пояснице, опрокинулся назад и пролез между ног, будто затягивал вокруг себя узел. Кулак все медленнее стучал в дверь тети Нины. На последнем ударе Юрок повернулся и замер. Увидев парня, он тут же размотался, вырвал из компоста вилы и, загоготав, бросился к Ивану. На сей раз он бегал очень даже быстро. На поворотах Иван видел, как Юрок кувыркается в воздухе, а иногда шлепает за Иваном на одних ладонях, просунув их под выставленные ноги. Тело его ходило ходуном, а вот лицо было неподвижным, будто приколотым к пространству. Горели в нем красные испитые глаза, свешивался длинный червивый язык. Юрок не пытался догнать Ивана. Он забавлялся, приветствуя возникающих из тьмы садоводов. 3-0, Иван Николаевич, 3-0, поздравляю. Клара Геннадьевна, ждем вас сегодня на шашлычок. Ленк, Ленк, приходи ко мне в кучу, не житься. От всех этих присказок Иван только ускорялся, но Юрок не отставал. Парень бежал прочь из садоводства, ибо чувствовал, что за его пределами морок развеется, но при этом понимал, что у самых ворот его исцапают. Вся сладость погони была в том, чтобы в последний миг лишить Ивана надежды. «Эй, давай сюда, если голова дорога!» Иван нырнул в распахнутую калитку, баба Клава захлопнула ее перед носом Юрка, который в гневе зашипел и закрутил тело, как штопор. «Отдай его, Клавка, отдай и живи, как жила!» «Ну ты же знаешь, что я отвечу», — со смешком ответила бабка. «Что?» Юрок аж раскрутился обратно. «Я его лучше козлу отдам». Юрок ходил вдоль забора, выгнув спину, как кот. Баба Клава еще раз полила вкопанные по углам березовые ветки и вернулась к козлу, который безучастно жевал помидор. Иван трясся, вхватив все руками. «Не бойся, сюда они не войдут. К тебе бы тоже не вошли, но ты березу спилил. Я веток понавтыкала, но это так, до осени. Как на следующий год быть, не знаю. Наделал ты, Ванюша, делов, кто ж тебя просил березу валить? Да еще тайно за день. Так бы я прибежала, помешала б тебе». «Да я ж не знала», — оправдывался Иван. «Да мне с матерью соседи столько лет про нее копали. Провода оборвет машина. Эх, под носом взошло, а в голове не посеяно. Еще бы они тебе не копали. Береза им мешала, оберегала нас. Теперь-то они развернутся. Слышь, как воют». Вдалеке жутко брехал баритон. Ему визгливо подтявкивали женские голосочки. Под эту разноголосицу Юрок довольно чесал ногой ухо. Иногда он нетерпеливо грыз штакетины из лыжин и долго потом плевался. «Что, Юрка, не нравится? Так правильно, из осины сделано. На Московской Олимпиаде лыжи эти заезжей нечисти выдавали, дабы нашу не обскакали. Квасной патриотизм мне претит», — огрызался Юрок и уползал в канаву лакомиться лягушками.
Яшка провожал его безразличным взглядом. Но по козлиной бороде стекал помидорный сок. Бабка Лав, что вообще происходит? Это сон? Нет, Ванюша, патиссон. Тогда где я? Ты на празднике урожая, внучок. И уж поверь, лучше бы тебя отдали козлу. Юрок выполз из канавы и стал ходить, оглаживаясь о забор. «Расскажи ему, Клавка», — шипел он, — «все расскажи». «А ты вообще сдрисни, или опять Яшку спустить?» Юрок фыркнул и, выгнувшись мостиком, убежал во тьму. «Бабка Лава, Юрок, но это вообще человек?» Иван сжался, ожидая смеха, но старуха серьезно ответила: «В том-то и дело, что человек один из немногих здесь. Один из... А ты будто сам не замечал. Остальные бродят по своим огородам, копаются там до осени. Смотрят на тебя подозрительно. Только глазами лупуют. Заговоришь, они двух слов связать не могут. Да и те, о петрушки, навозники это, Ванюшка. Куклы кизячные. Их слепили, а теперь за настоящих выдают». «Кто слепил?» — опять не понял Иван. Баба Клава закатила глаза. «У тебя там в голове на чем уши держатся? Как это кто? Тетя Нина, кто же еще? Навозная наша ведьма. Она этих болванчиков лепит прямо в своем компосте. Одурманит человека, замешает его в компосте, а тот весь дух из него и вытянет. Одна оболочка покорная остается, а душа Нинкин огород питает. Видел, какое там все дрожжевое? Ну так, на людях бы чего не взойти». Яша внезапно заволновался. Он сделал круг, а затем смешно раскорячил ноги. Баба Клава метнулась за дуршлагом, куда тут же посыпался помет. «Молодец, Яшенька, одно ты спасенье». Баба Клава осторожно прокинул дуршлаг на расстеленную газетку. К лицам политиков и кинозвезд прилил козий кал. Вот Иван Николаевич просеялся. Завтра его верну. «Что?» – удивился Иван. «Этих кукол можно вернуть? А ты думаешь, чем я тут занимаюсь? Без меня бы Нинка за 2 сезона всех окучила. А так мы вроде как канат перетягиваем. Но с тех пор, как у нее в куче Юрок поселился, я начала уступать. Хитрый он, хоть и пьяница. Целую зиму в куче отсыпается, корешки посасывает, а летом помидоры сторожит. Погодите, давайте про людей. Их можно к жизни вернуть?» «Вот ты как из сказки, Вань, только не царевич. Говорю тебе, Нинка на людях огород растит. Особенно помидоры свои знаменитые. Я эти помидоры по августу ворую, скармливаю Яшеньке, а тот отстреливается артиллерией. Попади шариком в дух в человека и возвращается. Он же в Нинкиных помидорах заточен был. Наверное, можно так и с капустой делать или морковкой. Но Яша больше всего помидоры любит». Несмотря на абсурдность ситуации, Иван чуть не засмеялся.
Хотите сказать, что ваш козел души выкакивает? Знаешь, я как-то пробовала своим дерьмом кидаться, но толку нет, только люди обижаются. А вот через Яшку человека можно вернуть. Вот я и хожу, навозников обстреливаю. Им как душа обратно вобьет, а они стоят, ничего понять не могут. Прошлая жизнь как в тумане, но потом их Нинка ловит, вновь навозников превращает. Мы, считай, две команды, только я говном людей подчую, а Нинка помидорами. Тут уж и ты смекнешь, кто выигрывает. А давно это все происходит? Да уж немногим после войны, как общество основали. Погодите, погодите, запротестовал Иван. Тёте Нине же 50 сколько-то. Мама у нее на дне рождения была. Больше твоей тёте Нине, хмыкнула баба Клава, и больше мне, и Яшке тоже больше. Он еще в войну с моей семьей жил, не веришь? А помнишь, как маленький на Яшу поглазеть прибегал? И сколько с тех пор лет прошло, то-то же. Все-таки знает Нинка толк в огороде. Баба Клава отрезала от помидорки тонкий ломтик и положила в сморщенный рот. Заживала, зажмурилась. Морщины на ее лице немного разгладились. Затем бабка сказала: «А березу, Ваня, они сожгут. Полночь, как водится, на поляне. И тогда все, Ваня, конец нам. И мать твою обратят. Но мы им этого не позволим». Яша победно заблеял. Иван пробирался огородами с тяжелым мешком за плечами. Под каждым кустом мерещился сжавшийся в пружину ерок, готовый выпрыгнуть, вцепиться в лицо. Мучительно хотелось вернуться на участок баб Клавы, но старуха сказала, что этого от них и ждут. Вой вдалеке затих, и в ночи громко стрекотали кузнечики. Замышляя недоброе, качалась трава. Не спали подсолнухи. Гигантские мальвы, как инопланетные антенны, посылали что-то к звездам. Одинокая туя застыла, как высокий человек с узкими плечами. Иван полз, стараясь не растрясти мешок из-под картошки. В нем пересыпалось твердое, сухое, гремливое. Дачи были пустые, только изредка кто-то появлялся на огородах, и тогда Иван замирал. Он долго пролежал в сточной канаве, слушая влажные кишечные звуки из уборной. Деревянный сортир раскачивался. Сначала там натужно свистела дудка, затем что-то хлопнуло и обвалилось. Раздался облегченный стон, дверь взвизгнула, и на дорожку вывалилась темная громада в одних трусах. Через них свешивался огромный живот. Не подходя к умывальнику, гигант прошлепал босиком прямо к дому и скрылся в нем. На другом огороде стояла женщина со шлангом. Она поливала грядки, рассеивая пальцем напор. Листья давно покрылись блестящим жемчугом, а женщина все поливала и поливала, направляя струю во тьму. Упруго звучала вода, попадала в живое. Из приоткрытой теплицы раздавался натужный скрип. Согнутая фигура сверлила коловоротом землю. Ворот поднимал рыхлую кашу, патрон уходил вниз к корням. Фигура сгибалась все ниже. Сильнее скрипела ручка коловорота. Вгрызался в землю металл.
Пахло селедочными головами. Некоторые дачи не спали. Окна их попеременно вспыхивали то серым, то фиолетовым. Наверное, телевизор. У самой поляны Иван залег в траве, мешок сложил рядом. Поляна была заполнена садоводами. Березы еще не зажгли, вокруг раскачивался хоровод. Навозники пели глухо, вытягивая низкую монашескую ноту. Насмешливо смотрела луна. Длинные угрюмые тени убегали в траву, жили отдельно от людей. На горе веточек с зеленью, похожих на ощипанные куриные косточки, восседала тетя Нина. Крупная, с развивающимися от ветра волосами, женщина, как царица, утопала в мягком березовом троне. Подле нее подобострастно крутился Юрок. Иногда тетя Нина клала ему на спину могучую руку. Юрок урчал и от удовольствия начинал кусаться. Тогда тетя Нина давила сильнее, кости Юрка хрустели, и он, изгибаясь, выскальзывал из схватки. Иван в нетерпении облизал губы, бабы Клавы все не было. «Садоводы!» – прогремел голос тети Нины. «Добро пожаловать на праздник урожая. Мы хорошо потрудились в этот год. Было пролито много пота и крови, но огород вознаградит нас. Это говорю вам я, слышащая перегной». Женщина воздела руку и прокричала: «Катись, помидорка!» Ей ответил стройный гул голосов: «Катись, помидорка, катись, помидорка!» Тетя Нина разжала пальцы, и на траву упали маленькая помидорка. Такие же помидорки выскользнули с пальцев навозников. Они слились в красно-желтый поток, хлынувший к березе. Дерево вспыхнуло глухим томатным огнем. Пламя было липким, с белесыми семечками, и тьма не отшатнулась от света, а стала лишь ближе, заоблизывалась. «Катись, помидорка!» — вновь прокричала тетя Нина. «Катись по живому и мертвому, по косточкам и серебру, катись до скончания мира, катись, помидорка, а мы за тобой». Повинуясь призыву, Юрок с тявканьем сделал кувырок, а затем еще и еще, пока, не набрав ход, не стал бешено обкатывать поляну. Покатились все остальные навозники. Переваливались неуклюжие толстые бабы, за ними кряхтели деды. Все пришло в движение, и в круге сильнее забился огонь. «А ну, разойдись, голову снесу!» На поляну верхом на козле выскочила баба Клава. Рога Яшки были обмотаны синей изолентой, а в носу торчало кольцо. Садоводы неохотно встали с земли и обернулись на царицу. «О, Клавка!» — удивилась тетя Нина. «Никак ночью решилась выйти в наше время и козлика нам привела. Ну так спасибо за угощение. Эй, вы, взять Яшку, а Клавке шею свернуть живо». На поляне поднялась неразбериха, навозники бросились к бабке, а та, нападав козлу пятками, поскакала по щебенке. Иван выскочил из укрытия и понесся с мешком к костру. По пути он задел несколько навозников, и те недовольно загудели, потянув к Ивану руки. Чем ближе к пламени, тем больше раскачивалось садоводов. Ивану приходилось лавировать. Один раз он не без удовольствия снес ветхого деда. Тот просыпался вонючей трухой. «Ивашка, дай ляжку!» — закричал сзади Юрок и заклацал зубами. Костер был уже в 2 шагах,
Иван метнул в него мешок и отпрыгнул в сторону, закрывая руками голову. Снаряд полетел в самое пекло. Холщовая бомба была до отказа набита высушенным козьим пометом, смешанным с ацетоном, гашеной известью и калийными удобрениями. Разлетевшаяся шрапнель должна была вернуть души собравшимся на поляне големам. Иван ждал хлопка секунду, ждал две, а на третью решился поднять голову. Вылезшие из золы паучьи лапки перехватили мешок. Они ловко потрошили его, и по земле раскатывался убийственный козий помет. На Ивана сел Юрок. Он похлопал парня по плечу и сказал: «Теперь ты вводишь». Иван понял, что облажался. К нему величественно подходила тетя Нина. Навозники кланялись при ее приближении. Она приказала Юрку слезть и ласково заговорила с Иваном. «Ну вот и все, Вань». Тот внутренне не согласился. Где-то еще носилась баба Клава. «Мама же завтра приедет, как ни в чем не бывало», — продолжала ведьма. Иван снова промолчал. Он смотрел, как садоводы водят вокруг костра хоровод, только держались они не за руки, а за тонкие паучьи лапки, прорезавшиеся из песка. «Ты думаешь, я зло?» — спросила соседка. «Нет, Ваня, я просто люблю дачу. Оглянись. Все окрестные поселки уже вымерли. Там осталось одно старичье. Пройдет год, 2, 10 лет, и сюда заявится город. Он выкупит за бесценок земли, закатает все в асфальт, и будут одни муравейники с несчастными навсегда людьми. Но наше садоводство устоит. Отсюда никто не уедет, никто не продаст в нем дом. Все останутся здесь, как бы ни старалась Клавка, и будут счастливы. Ведь вы счастливы?» Тетя Нине ответил довольный гул. «Так будет, пока катится помидорка, а мы следуем за ней». В руке тети Нины появилась корявая желтая ядрышко. Ярок раскрыл Ивану рот, и женщина вложила в него томат. Мужик насильно заворачивал челюстями Ивана, в пищевод потекла сладкая помидорная жижа. В голове сразу же помутилось. Ярук подхватил обмякшего Ивана, положил себе на спину и засеменил куда-то на 4 лапах. Столько же рук бросило парня в компост. Тот хлюпко разъявил рот, проглатывая новую жратву. В куче было вязко и жарко, как в чужом животе. Пахло разложением и концом. Ярок схватил вилы и с усилием заворочил гнильем. Иван чувствовал, как его замешивают в навозе, как перегной вытягивает из тела что-то крохотное, светлое, как рвутся внутри невидимые нити и остывает сердце. Это был распад, разрыв всякой связи, полное всеобщее разобщение, когда из целого и неделимого просыпаешься мелким несметным песком. Иван закрыл глаза. Блюдце было беленькое, с голубой каемочкой. Иван катался по нему, норовя перевалиться через край. В последний момент, когда казалось, что еще немного и можно шлепнуться в траву, побег пресекал властный перст тети Нины. Желтый ноготок ее больно давил Ивану на кожицу, и тот притихал. «Ой, Любочка, здравствуй!» Иван увидел свою мать. Еще он увидел себя с пустым покорным лицом бездушного. Стоит в пне, ковыряется. Иван попробовал укатиться, но тетя Нина прижала его пальцем. «Здравствуй, Ниночка!» — обрадовалась мать. «Да вот приехала, думала, надо на огород скорее бежать, а там уже Ваня все сделал. И прополол, и полил, и пересадил, что надо. Помог так помог.
Ничего, он тебе теперь всегда помогать будет, улыбнулась тетя Нина. Да-да, конечно, подумал Иван, вот только баб Клава залепит голему в лоб, и я тебя тогда сам в компосте замешаю. Я чего пришла? Любочка, ты слышала новость? Тетя Нина горестно вздохнула. Баба Клава умерла. Да ты что, как? Упала, шею себе свернула. Ужас какой, всплеснула руками мать. И не говори, приходи вечером на шашлыки. Посидим, поговорим, мы там все собираемся. А пока давай вот помянем Клавку. Хоть и с причудами была, но не чужой человек. Тетя Нина протянула Ивана, как яичко для христования. Тот почувствовал, как его берут нежные родные пальцы. Находиться в них было тихо и трепетно. Иван захотел закричать, но у него не было рта. У пня заухмылялся голем. Незаметно от всех он пожевывал гнилую щепу. Женщина оттерла помидор о передник, затем стукнулась Иваном о соседнюю помидорку. «Вкусно, откусив», — сказала мать.